Долина памяти. Как же неоднозначно это звучит в контексте этого DLC. Почему? Я раскрою эту мысль чуточку позже, ибо начинать видео со спойлеров — это явно не то, за что мне скажут спасибо. Да, я собираюсь разобрать сюжет нового бесплатного DLC для Миража, да, здесь будут спойлеры, и я обязательно дам вам знать, когда именно. Напомню, что это не обзор, это мое эссе после прохождения, поэтому не обойдется без моей псевдофилософии, будут мои мысли, догадки, поэтому присаживайтесь, меня зовут Эд, а это вновь история одного ассасина. История одного ассасина, который находится в поисках себя, смысла жизни и своего места, а конкретно в этой DLC еще и в поисках своего отца. Кстати, небольшое эссе от меня относительно основной игры, мои рассуждения в том числе, почему игра называется именно так, в моем основном видео. Посмотрите его, там интересно. Итак, сюжет DLC делает шаг в сторону буквально перед самым финалом основного сюжета игры и дает нам отправиться в путешествие, в ходе которого мы должны узнать об Басиме чуточку больше. Ведь прошлое — это то, что может пролить свет на настоящее и будущее. Думаю, именно поэтому Басиму было так важно найти своего отца. К тому же дальше от Дервиша мы узнаем, что когда он заботился о маленьком Басиме, тот сперва молчал, но боль в глазах была красноречива. А значит, что расставание с отцом далось для мальчика тяжело. Все начинается с того, что Басим получает от Дервиша рисунок, который может быть как-то связан с отцом, которого направили в изгнание много лет назад, когда главный герой был еще мальчиком. Наш путь лежит в Аль-Улу, древние земли. Новая локация не шибко выбивается из привычного вайба Багдада. Пустыня, скалы, выточенные многолетними ветрами небольшие жилые поселения, но это все еще выполнено классно, красиво, просто заглядение. Здесь у меня к Ubisoft нету вообще никаких вопросов. Конечно же, новая локация — это своя собственная карта местности, это своя собственная доска расследования, за что я, кстати, готов еще раз пожать руку разработчикам. Я уже как-то говорил, что мне очень нравится визуализация сюжета, где можно проследить связь каких-то фактов, зацепок и так далее. Поиграв буквально немного, я наткнулся на первое нововведение этого DLC. Это возможность перепроходить сюжетные задания или контракты с дополнительными условиями, что прокачивает отдельную шкалу уровней с наградами. Для любителей отточить свое мастерство точно зайдет. Если пройти какой-то уровень, никого не убив еще реально, то вот успеть за время, для меня это прям совсем жестко. Также были добавлены новые уровни прокачки для инструментов. Вот их я, к сожалению, не попробовал, потому что слишком поздно это заметил. Взрывные метательные ножи, дымовая граната, которая растворяет тело врагов и прочие штуки-дрюки. В целом, лайк заочно, почему нет? Говорят, что еще изменился паркур, но я, если честно, не сильно этого заметил, потому что я вот-вот прошел первую часть с Дезмондом, сейчас играю в Вальгаллу, у меня все это смешалось в голове, и единственное, что могу сказать, мне нравится паркур в Мираже. Окей, теперь давайте вернемся к сюжету, и вот тут начинаются спойлеры. Первым делом, попав в Аль-Улу, мы решаем проверить кладбище. Да, пессимистично, но вполне разумно. Прошло много лет, отец Басима уже старик, поэтому имеет смысл. На кладбище Дервиш и Басим в диалоге поднимают интересную тему. От целой жизни, которая полна событий, надежд и радости, печали и страхов, в конце остается лишь камень с высеченным именем. «Все так непрочно», — говорит Басим. Эта его фраза наталкивает нас на вечный вопрос о смысле жизни. Кстати, именно тот вопрос, который так терзает самого Басима. К чему это все? К чему весь этот путь, если в итоге нас всех 100% ожидает один единственный конец — яма в земле? В ответ на это Дервиш говорит, что непрочно лишь тело, душа. Вот что важно. С человеком можно сделать все, что угодно. Отобрать все до последней нитки, терзать пытками его тело, даже отнять жизнь, но душу никто не сможет отнять. Эти слова очень тонко пересекаются с названием DLC — «Долина памяти». Ведь память — это то, что никогда не умирает, то, что живет вечно, как и душа. Вот только концовка этого сюжета немного нарушает это правило. Я обещал, что раскрою эту мысль чуточку позже. В процессе игры мы узнаем, что Аль-Ула страдает от нападок разбойников, с ними мы в основном и будем иметь дело. Чуть позже мы успеем даже посидеть в тюрьме, где очень примечательной будет фраза Басима, что он будто бы уже был за решеткой, где-то в далеких воспоминаниях, что ускользают от него. Уверен, что это была отсылка на прошлое, связанное с Локи. Здесь я пока лишь разбираюсь с этим, если можете вкинуть подробности, пишите, буду рад. И еще один главный момент в контексте DLC — мы найдем дом отца, поймаем даже пару флешбеков из детства Басима. Воспоминания из того самого дня, когда отцу пришлось уйти, оставив мальчика, передав его под крыло Дервиша. В
доме отца мы находим также и сборник колыбельных и слышим, как Исхак, отец, напевает строки: «Вдвоем мы скользим по волнам, тебя в обиду я не дам». Когда маленький ребенок слышит перед сном, как отец напевает ему такую песню, а затем без каких-либо внятных пояснений оставляет своего единственного сына, вот каково это ощущать неокрепшему мальчику? Вопрос риторический. А теперь переносимся в концовку игры, где происходит сюжетный поворот. И уже постфактум я понял, пересматривая футажи, что этот поворот очень сильно напрашивался. Почему? Посудите сами. Игра вводит персонажа Нимлота в середине игры, но мы с ним никак не взаимодействуем. Лишь один диалог и все. Но диалог, как оказалось, с огромным количеством подсказок. Мотивация Нимлота — это месть за отца. Точнее, как сказал сам персонаж, отца за отца. Ведь именно он и похитил Исхака. Сам Басим при знакомстве с Нимлотом рассказывает, кто он, зачем он здесь и даже как зовут его отца. И, кстати, именно Нимлот послал нас за ответами на базар, где нас и схватили, дабы упаковать в тюремную камеру. А также он говорит, что недавно потерял близкого человека и отдал бы все, лишь бы встретиться вновь. На английском это звучало как «I would stop at nothing». Я бы ни перед чем не остановился, что куда лучше передает смысл, а точнее замысел Нимлота. Он готов на похищение и убийство старика ради мести. Окей, и вот главный злодей повержен. Басим спасает своего отца, но понимает, что отец его не узнает. А точнее, память отца будто бы остановилась в то время, когда он ушел из дома. Он считает, что Басим все еще маленький мальчик. Старик рассказывает нам причины своего ухода, рассказывает нам немного даже о матери Басима, откуда она, как она выглядит, про ее улыбку, но не может вспомнить ее имени. И вот та самая мысль, которую я обещал раскрыть, в чем же неоднозначность этого названия. Долина памяти главного героя — это высохшая пустыня, где, глядя глаза в глаза, отец не может вспомнить своего сына. Басим отпускает старика, провожая его взглядом за горизонт, ведь, как он потом признается, от человека, что он когда-то знал, остался лишь отголосок. Знаете, дорогие зрители, у меня нет никаких вопросов к этому DLC. Во-первых, мне было очень приятно вернуться в Мираж, ведь это мой первый пройденный Ассасин. Во-вторых, имея теперь за плечами опыт прохождения первой части, опыт игры в Origin и Вальгаллу, я с уверенностью могу заявить, что мое отношение к Миражу нисколько не меняется, а лишь наоборот, оно укрепилось. Мираж действительно переносит нас к истокам всей игровой серии с точки зрения геймплея и ощущения. Современная, прокачанная версия того самого Ассасина. Мифологическая трилогия очень сильно выбивается из всей франшизы, поэтому то самое возвращение к истокам, как по мне, очень удалось. Мне действительно импонирует Мираж и история Басима и атмосфера игры. Я точно запомню эту игру добрым словом. Жду ваше мнение в комментариях, надеюсь на вашу подписку на каналы и социальные сети. А на этом все, до новых встреч, пока.